Привет, 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 песеры, с вами Морж, суббота, 20 мая у нас на календаре, и да, я обещал вам прокачку выложить вчера, но выкладывать я ее буду сегодня. Ой, ребят, по одной простой причине, у меня оказывается аллергия на креветки, и вчера я немножко поел креветок, и примерно мои губы выглядели как у инстаграмщицы. Вот, я вчера говорить уже к вечеру не мог практически вообще. Вот, сейчас более-менее попустило, может быть все равно немножко голос звучит по-другому, тем не менее я хотя бы более-менее нормально разговариваю. Значит, по прокачке, что мы посмотрим? Фернандеша, которого дали бесплатно, Вератти, Кросс, Беллингем, Румениги, Бекенбауэр и Маттеус. То, что нам позавозили в четверг, посмотрим, чего из этих игроков может хорошего выйти. Ну и, само собой, это не прям 100% вот бери и качай, так как я качаю. Это мой вариант прокачки, ты, естественно, можешь найти свой вариант прокачки. Вот, где-то быть согласным со мной, где-то не согласным, это все у нас разрешено. Напоминаю, что если тебе нужно задонатить на мобилу с российских карт, пишешь мне в личку в Телеграме, ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Но начнем с бесплатного Бруно. На самом деле, посмотрите, огромное количество у нас версий его было, и лучшее, как по мне, это правый нападающий со стилем креативный плеймейкер. Да, атакующий полузащитник мне нравится больше, чем креативный плеймейкер, но этот правый нападающий там по статам так накрутили, что просто карта имбовая. Этот же, само собой, бесплатный будет качаться у нас под АПЗ, и вот вроде шоу-тайма, с другой стороны... Konami, у него даже клуба нет. То есть, ну, в ивентах его можно использовать за сборную, и все. То есть, как бы с одной стороны подарок, а с другой стороны он максимально обрезанный, к сожалению. Ладно, смотрим автоматическую прокачку. 11 аж идет в дриблу, но при этом дрибла у него не становится какая-то мега-супер замечательная. В пас низом и навесом 8, и с пасом все отлично. 8 в ускорение. Да, ускорение, конечно, немножечко страдает. 1 в защиту сразу снимаем, естественно, он ему не нужен. Это просто как бы случайный стат туда закидывает. И давайте дриблу тоже до 8 понизим пока что. Значит, 4 в скорость, выносливость и силу удара. Корпус отсутствует, защита, естественно, отсутствует. Сюда закидывать смысла нет. 4 удары. Да, с одной стороны, он неплохо бьет штрафные, с другой стороны, есть огромное количество игроков, которые будут бить эти штрафные лучше. Знаете, что бы я увеличивал? Я бы увеличивал скорость до 8, вот таким образом, чтобы выносливость была 90. Атакующий полузащитник у нас вполне возвращается назад. Вы уже видите, что он у меня был бы 95-го рейтинга, как и при автоматической прокачке. И плюс у меня еще 2 стата остается. Ну, здесь... Не знаю, можно вкинуть в удары, да, это единственное, что сейчас можно поднять за 2 стата. В корпус абсолютно бессмысленно, в защиту абсолютно бессмысленно. Ну, в принципе, тут и в удары особого смысла нет. Поэтому я бы эти 2 стата использовал, допустим, для прокачки стиля до 99, чтобы... уверенно получать соточку сыгранности в вашей команде. По навыкам есть Марселька, ведение подошвой, дальние удары, игра пяткой, пас касания, пас в разрез, добавляем пас на ход, точность подач, подкрутка шведкой, штатный пенальтист, хитрость. Ну, само собой, боевой дух, само собой, навыки на пасы. Плюс можно добавить сложные дальние удары, сила удара 87, в принципе, позволяет. Ну, и выйдет неплохой атакующий полузащитник, опять же, но мне кажется, карточка, которая правый нападающий, на порядок лучше. Идем дальше, у нас Марко Вератти, позиции центральный полузащитник и опорный полузащитник со стилем дирижер, но естественно качать мы его будем под ЦПЗ. На самом деле я бы его качал даже под атакующего полузащитника, но к сожалению эта позиция у него даже близко не родная. Значит, при автоматической прокачке 1 идет в удары, 12 идет в пасы, мы получаем пас низом и навесом 98, естественно это слишком до хрена, опускаем до 8, этого уже за глаза, удары тоже пока опустим до 0, 8 в дриблу, много, ну ладно, пока ставим, 4 в ускорение, 9 в скорость, очень много идет в скорость и выносливость. Для центрального полузащитника, конечно, выносливость у него не слишком уж хороша. Корпус отсутствует и 8 идет в защиту. Давайте до 8 пока что скорость уменьшим и выносливость. Ну блин, выносливость ему нужна, он ЦПЗшник. С другой стороны, тут особо ее не выведешь ни в какие нормальные показатели. То есть можно, да, поднять до 12. 4 стата еще останется, чтобы была скорость 75 и выносливость 82 хотя бы. И, наверное, на парочку я бы поднял ускорение, баланс и умение атаковать. Также он бы получился у меня 96-м, как и при автоматической прокачке. По навыкам. Марселька, проброс между ног со разворота, пас в касание, пас в разрез, пас на ход, подкрутка шведкой, низкий пас навесом, способности капитана, подкат. В принципе, можно ему добавлять
защитные навыки блокировщик, ну и так далее, и так далее, и так далее. Он в центре поля, в защите он будет помогать. Само собой, боевой дух, само собой, добавить ему стоит точность подач, например. А вот какие-нибудь дальние удары и все остальное я бы не трогал. Сила удара 73, это смешно. Реализация 57, это смешно. Это чистейший распасовщик. Ударами отличаться он не будет, поэтому я считаю, что это просто будет трата навыка. Дальше у нас Тони Кросс, может быть атакующим полузащитником и центральным полузащитником, но при этом имеет стиль дирижер, который на атакующем полузащитнике работать не будет. Качать будем под стиль, значит на ЦПЗ. По автоматической прокачке 12 в пас. Опять же, очень дохрена, по 98 пас, ну, не нужен такой просто. В удары ничего, хотя кое-какая реализация у него есть, даже штрафные кое-какие есть. 8 в дриблу, допустим, оставим, 4 в ускорение, вот все они медленные, вот они все медленные. С одной стороны, умение атаковать хорошее есть, с другой стороны, ускорение 70, но это ужас. 8 в скорость, опять же, ужасающая выносливость у Тони Кросса, как и у Вератти, в принципе. То есть для центрального полузащитника хорошая выносливость, там 95. Здесь даже близко такого нет. 6 идет в защиту и ничего не идет в корпус, хотя 68 корпуса у него в принципе есть. 12 статов я ему освободил, да, давайте бы на 4 поднимем ему удары. На 4 поднимем ему корпус, чтобы получить 72 корпуса и 73 реализации. Уже вполне себе неплохо. 4 стата у нас остается. И, скорее всего, я бы добавлял их в ускорение. Таким образом, получился он бы у меня 95-м, а не 96-м, как при автоматической прокачке. Есть сложные дальние удары, просто дальние удары. Удары по восходящей, удар без подработки. Пас в касание, пас в разрез есть. Добавляем пас на ход. Точность подач, низкий пас навесом, перехват. Опять же, можно добавлять блокировщика, добавлять защитные навыки, добавлять точность подач. В принципе, можно поймать ему какой-нибудь финт, типа двойного касания. Не думаю, что он прям супер быстро его будет делать, тем не менее, финтов у него нет, поэтому лишним не будет. Далее, Беллингем. Вообще у нас сборная, опять же, без клуба, вот как... Вроде Showtime, да, с другой стороны такая полуобрезанная непонятная версия, которая вечно будет на форме С, потому что Боруссия в нашей игре не представлена. Занимать он может достаточно много позиций, стиля штрафной до штрафной, который тоже, кстати, будет работать и на левом полузащитнике, и на атакующем полузащитнике, и на центральном. И знаете, я бы из него... Умение атаковать 64, 68 реализация. Нет, атакующего полузащитника из него делать смысла нет. Оставляем центральным. 12 летит в пас, но при этом пас 92-88, никаких тут 98-х нет. 8 в дриблу. Дрибла нормальная, опять же хреновейшее ускорение, но при этом классная скорость и классная выносливость. Но ускорение хреновое. И 4 в защиту. Ничего в корпус, хотя корпус у него присутствует. Тут самое дорогое у нас пасы. Да, с одной стороны, пасы ему очень сильно нужны, с другой стороны, ну, дорого. Тут мы 12 статов прям освобождаем. Я бы спокойно 4 ему добавлял в корпус, 79 корпусов, это очень даже достойно для центрального полузащитника. И 8 статов у меня еще было свободное. Здесь на ваш выбор. Можно усилить ему умение атаковать и ускорение до 8, вот таким вот образом, чтобы была, так, где оно, был баланс 84, ускорение 78 и умение атаковать, либо же он все-таки центральный полузащитник, вкинуть это в защиту. Я бы, наверное, на защите и останавливался, чтобы у него было 80 умения защищаться. Тоже он получился бы у меня 98, как и при автоматической прокачке. По навыкам: обводка двойным касанием, эластика, проброс между ног с разворота, ведение подошвы, удары по восходящей, удар без подработки, пас касания. Естественно, добавляем пас в разрез, пас на ход, подкрутка шведкой, перехват. Что бы я еще ему докидывал? Ну, боевой дух, понятное дело. Я бы докидывал ему дальние удары и сложные дальние удары. Дальние подкрутки точно не нужны, потому что 64 всего. Да и, в принципе... блокировщик, верховое главенство, ну, в общем, стандартные защитные навыки. Получился бы достаточно сбалансированный парень, вот, и, мне кажется, вполне себе интересный в нашей игре. Был бы он еще хоть к какому-то клубу привязан, чтобы можно было его использовать в ивентах не только сборных, было бы вообще замечательно. Ладно, переходим к эпикам и бигтайму Матеуса. Значит, первый у нас Руминиги. Качать его лучше под центрального нападающего, естественно. Имеет он стиль охотник за голами, и по правому верхнему углу вы видите, что как бы на оттянутом форварде он изначально 85, на центральном нападающем 86. Под ЦН его лучше и качать. Значит, под ЦН вот такая вот автоматическая прокачка получается. Дичайшая скорость и ускорение, великолепнейшее умение атаковать, реализация хороша. Что же здесь можно добавлять или менять? В принципе, пас у него присутствует, но откуда снимать здесь статы?
Откуда снимать здесь статы, я, если честно, не знаю. 4 в корпус. Ну, наверное, с ускорения давайте его понизим до 8. До 8 поднимем скорость, потому что оно относительно недорого, да? И 4 я бы хотя бы добавлял в пас. Вот, потому что пас у него присутствует, и как парный форвард он будет вполне себе неплохо играть. 6 статов остается, то есть можно какую-нибудь четверку поднять на 3. Например, дриблу. Например, дриблу, либо же корпус, игру головой и прыжок. Ох, тяжелый вопрос на самом-то деле. Можно, конечно, еще и пас поднять на 3, но с пасом, я думаю, достаточно. Я бы, наверное, на 1 поднял бы дриблинг, чтобы он вот в зеленой зоне все было, да? И на 2 поднял бы прыгучесть, устойчивость при толчках и игру головой. Получился бы у нас прыжок 80 в зеленой зоне, игра головой 79 и корпус 76. Таким образом, по правому углу вы видите, он был бы как центральный нападающий 97, как оттянутый форвард 96. По навыкам, обводка двойным касанием, проброс между ног со зворота, игра головой, сложные дальние удары, просто дальние удары, удары по восходящей, акробатика, удар без подработки, пас в разрез, подкрутка шведкой. Естественно, можно докидывать ему навыки на пас, типа слепого паса, пас в разрез у него есть, да, пас на ход, вот это вот все вполне себе ему залетит. Боевой дух тоже, само собой, ему надо. Удобный финт есть, в принципе, навыки на удары есть. В целом, Румениги отличная карточка, если у вас есть возможность его поймать, рекомендую. Далее, Бекенбауэр, центральный защитник, он у нас изначально, но можно его прокачать под опорника. И честно, глядя на его статы, мне кажется, на опорнике он смотреться будет гораздо сочнее. Единственная проблема для опорника, у него очень мало агрессии. Я бы качал его именно как опорника. ОПЗ, где у нас? Вот так. И что мы видим по статам? Да, 11 летит в защиту, и посмотрите, все космическое, кроме агрессии. Опустим мы защиту до 8. Дальше 1 в ускорение, хотя бы до 4. Удары, естественно, ему не нужны. Пас у него отличный, пас навесом. Дрибла кое-какая присутствует. Ускорение, скорость, корпус. Не знаю, 8 в защиту. Ну, по сути, его основной показатель — это защита, с одной стороны. С другой стороны, тут уже будет дорого. Можно ему поднять на 3 корпус, наверное, вот так бы я его и оставлял, чтобы прыжок был 88, корпус 80 и игра головой 87. И скорее я бы использовал его именно как опорника из-за отличного паса низом и паса навесом. Да, ему будет не хватать агрессии, тем не менее, умение защищаться 95 и вовлеченность в защиту 90 позволит ему отлично выбирать позиции и полностью вас удовлетворять. По навыкам есть у него дальние удары, ну, при силе удара 80, такое себе. Удары по восходящей, пас разрез, пас на ход, подкрутка шведкой, опекун, перехват, акробатический вынос, способности капитана, боевой дух. Обязательно ловим ему верховое главенство, обязательно ловим ему подкат. И блокировщик тоже можно ему поймать. Так будет он намного получше. Ну и Матеус, Big Time карточка, 98 максимального рейтинга на центральном полузащитнике. Под ЦПЗ мы его и будем качать. Стиль от штрафной до штрафной. И при автоматической прокачке вот такие статы у него. 12 летит в пас, 10 летит в дриблу, 4 в ускорение, 12 в скорость, отличная выносливость, отличная сила удара. Ничего в корпус. И, собственно, 8 в защиту. В принципе, здесь прокачка я согласен. Единственное, что можно было бы добавить, это навыки. Значит, есть у него дальние удары. Сразу добавляем сложные дальние удары. Удары по восходящей, удар без подработки, пас в разрез, пас на ход, добавляем пас в касание. Штатный пенальтист, опекун перехват, добавляем блокировщик, добавляем верховое главенство, способности капитана и боевой дух. Ну и финт, в принципе, тоже какой-нибудь можете ему поймать. Опять же, будет делать он его достаточно не быстро, но какой-нибудь один уж точно пригодится. Вот, дальние подкрутки я бы ему не ловил. Ну вот такие прокачки у меня получаются бигтаймов, эпиков и, собственно, шоу-таймов. Пиши в комментариях, согласен, не согласен, с удовольствием все это дело почитаю. Видео вышло достаточно длинное. Блин, я умудрился как-то все это дело проговорить. Напоминаю, что если тебе нужно задонатить, пишешь мне в личку в Телеграме. Ну и, в принципе, все. Хорошего дня, всем хороших выходных, до новых встреч. С вами был Морж. Пока-пока.